Здравствуйте! Сегодня у нас будет вторая часть по вязанию круглой сумочки. Мы уже связали детали сумочки, кругляшки. Первую часть я оставлю в описании к этому видео. И наша задача сейчас вшить сюда замочек-молнию и соединить эти детали. И сумочка будет готова. Для начала нам нужно определиться, где у нас будет молния. Я предлагаю соединить детали так, чтобы вот этот вот стык между соединенными рядами, вот он практически незаметный, он был у нас, вернее, отсюда начиналась у нас молния. Потому что при открывании, вот мы складываем детали, потому что при открывании сумочки таким способом этого шва не будет видно вообще. То есть можно его даже сделать не посередине, а чуть повыше. То есть когда мы открываем сумочку, у нас идеально ровненькая сумочка получается. Для моего диаметра сумки, она составляет 19 сантиметров. Я выбрала для себя вход в сумочку 24 сантиметра. Если у вас получилась сумочка чуть больше, либо чуть меньше, вы выбираете вот 24 сантиметра. Будет составлять вся молния. Вы выбираете свой размер. То есть здесь нужно понимать такой факт. Насколько вам будет удобно входить в сумочку, да, как она будет открываться. Но обратите внимание, что горизонтально, конечно, если мы будем открывать сумочку, чем шире, тем лучше. Если мы будем делать горизонтально от одной половинки до другой, вот так будем молнию вставлять, то она у нас будет вот так постоянно перекручиваться. То есть нам нужно делать чуть тупой угол. Вот так вот где-то, да. У меня будет 24 сантиметра. Для вшивания молнии я выбрала вот такую. Она наиболее подходила по оттенку и цвету к моей пряже. Но она длинная. То есть это замочек молнии у меня 90 сантиметров. И нам нужно 24, то есть в моем случае мне нужно 24 сантиметра. Мы считаем 24 сантиметра от вот этих стопоров, докуда у нас едет бегунок. То есть 24 сантиметра мы считаем от именно вот этих вот стопоров. Так, 24 и... То есть вот у меня здесь 24 сантиметра. Плюсом мы делаем прибавочку. Мы не будем обрезать прямо по 24 сантиметра. Но примерно сантиметра 4, чтобы у нас был свободный хвостик. Можно даже сделать 5 сантиметров. Но 4, в общем-то, достаточно сантиметров. И мы просто обрезаем эту молнию. Итак. Я беру ножницы и обрезаю. То есть у меня получилось 28 сантиметров будет у меня молния. Итак, вот такой кусочек у нас получился. А вшивать мы будем... Так, место вшивания, начало вшивания у нас будет именно, по крайней мере, я так предлагаю, вот от этого нашего шва. Важный момент. У нас получается самый край не обработан. Этот край можно либо подпалить огнем, либо подшить кусочком трикотажной пряжи. То есть мы обрезаем кусочек трикотажной пряжи. Так, я обрезаю. То есть она у нас имеет вот такой вот загнутый, уже загнутое такое состояние. И мы подгибаем края, вот эти вот, и подшиваем.
То есть вот так вот. Это получается наш стопор у молнии. Здесь лишняя часть, я ее подрежу. Сейчас я ее подошью, и мы с вами продолжим. Итак, я делаю заготовочку для кончика молнии. Беру нить в цвет и делаю небольшие стежочки, чтобы они были практически незаметны. И подшиваю вручную. Можно подшить на машинке. Я не вижу в этом смысла. Можно аккуратно подшить и вручную. То есть вот с изнаночной стороны я одну сторону подшила. Эти маленькие стежочки, вот они, малюсенные совсем. Вот видно. То есть мы делаем совершенно маленькие вот эти стежочки. Детальку эту можно потом прогладить, чтобы она прямо совсем идеально смотрелась. Переворачиваю, чтобы вам было видно, как я подшиваю. Ну, в общем, вот таким способом мы готовим эту деталечку. Вот такая деталька у меня получилась. Убеждаемся в том, что все звенья у нас на месте. И вот эту деталь, которую мы с вами сейчас изготовили, мы накладываем на молнию, то есть половинку на половинку этой детали. Вот так заворачиваем. И подшиваем. Если где-то тут мало ли какие-то кончики торчат, вот они, да, можно увидеть, то мы их по ходу шитья прячем, можно прятать иголочкой. И так вот таким способом пришиваем, зашиваем конец молнии, который мы обрезали. Вот что у нас получилось. Все эти стежочки можно также прогладить утюгом, и их не будет совершенно видно. То есть смотрите, вот они маленькие сумочки, их не будет видно, это вид сзади. Вот так получилось. Итак, начинаем само вшивание молнии. Я отмечаю начало вшивания, это вот крайнюю косичку шва. И второй детали тоже крайнюю косичку шва. То есть мы будем соединять именно вот так. Она у нас будет. Сначала мы вошьем молнию в одну деталь, потом уже во вторую. Так, от этого маркера мы отмечаем 24 сантиметра. Так, 24 сантиметра. То есть, ну, здесь плюс-минус 5 миллиметров. 24. Вот она. Второй крайний показатель. Вторая крайняя точка, где будет располагаться у нас замок молнии. Вот так получилось. Как проверить, чтобы ваша сумочка, когда вы ее будете носить, чтобы она не переворачивалась вот так вот. То есть она постоянно вот так вот не переворачивалась. Вы берете свою цепочку, прикрепляете к деталям и подвешиваете за ручку. То есть если она у вас вот так вот не перекручивается, значит размер молнии будет нормальный. То есть за счет этого она не будет так вот крутиться. Я уже попробовала за кадром. У меня при моих 24 сантиметрах молнии сумка переворачиваться не будет. Обратите на это внимание, чтобы потом не пришлось все переделывать. Берем нить мулине. Я вшиваю именно ей, потому что она не тянется, она достаточно плотная и не перекручивается во время пришивания молнии. Обычные нити мулине. Отмеряем необходимое нам длину нити. Лучше отмерьте больше, нежели меньше.
примерно нитка должна быть в районе метра. И отрезаем. Все, вставили нить в иглу. Я делаю его просто скручиванием пальца. Вот, достаточно большой узел. Все, нить у нас готова. Мы берем первую часть молнии, открываем. Так, к первой детали. И присоединяем, маркер можно уже убрать. Присоединяем деталь. То есть примерно вот над нашим начальным, нашей начальной вот этой косичкой. Вдеваем нить. Обратите внимание, на каком расстоянии мы будем примерно шить. От самой вот этой змейки, от змейки самого замочка, должно быть не более 2 миллиметров. Иначе расстояние между деталями будет большое. Можно сделать и 3. Смотрите по тому, как вам понравится. Я делаю близко. Итак, вот наша косичка. Вставляем иглу именно вот на лицевую сторону. На лицевую сторону. И протягиваем нить. Все, узел у нас получился на лицевой стороне. Здесь вот лишний вот этот вот кончик подтянуть можно и обрезать, чтобы у нас на лицо потом это все не вылазило. Так, вот она. Подтягиваем хорошо и присоединяем. Делаем с изнаночной стороны молнии стежок примерно 2 миллиметра. Вот, обратите внимание, вот откуда у меня выходит нить. Примерно 2 миллиметра, можно меньше. Мы так, вот так. 2 миллиметра примерно от этой нити. Мы делаем стежок. И продеваем нить обратно. Так, рано мы маркер достали. Но я эту петлю просто вижу. И вставляем просто под эту косичку, вот в это отверстие. Видите, мы просто сюда вставили, протянули эту нить. Дальше натягиваем хорошо натягиваем. И под косичку следующую, вот она, видите, отверстие есть. Вот оно, отверстие есть. Его видно на просвет. Вот оно. Мы вставляем иглу, протягиваем. Натягиваем очень плотно молнию. Вот сейчас нам нужно очень плотно все натягивать, иначе у нас пойдет волна. И натянули плотно. И опять отступаем от самой молнии. Так, сейчас поближе покажу. Сфокусироваться. И от самой молнии мы отступаем опять примерно 2 миллиметра. Вставили, протянули. Все, уже молния начинает пришиваться, у нас плотно сидит. Снова делаем стежок примерно миллиметра 2. Примерно миллиметра 2. И игла у нас должна вернуться снова под эту косичку. Откуда нить, вот идет вот эта нить, вот сюда же возвращается игла, снова под эту же косичку. Не зацепляйте, не прошивайте сами саму ткань сумочки, самой детали. Мы прошиваем только молнию. И заводим нить именно только под косички. Вот смотрите, я сейчас немножко расслаблю, вот как получается. Подтягиваем. Самое главное, в начале нужно хорошо натянуть, чтобы потом у нас молния не шла волной. Натягиваем. Хорошо подтягиваем снова. Снова мы перешагиваем через вот эту галочку. И под новую вот эту вот косичку мы вставляем просто вот в это отверстие. Там поближе надо снова показать. Вот оно видно, да? Вот оно отверстие.
под косичку мы просто вставляем иглу, не прошивая деталь сумочки. Натягиваем. И сразу же, как она у нас выходит, отступаем миллиметра 2 от замка молнии. Вот видно, наверное, да? Миллиметра 2. И протягиваем иглу через деталь сумочки и молнию. Вот что у нас получается. Снова делаем стежок 2 миллиметра примерно. 2-2,5, да, вот делаем стежок. Вот он так выглядит. Надеюсь, видно. И снова мы возвращаем иглу под ту же косичку, под которой мы уже проводили иглу, прошивали. Так, я соскочила. 2 миллиметра примерно от этой нити. Так, снова возвращаем на лицевую сторону сумочки, не прошивая саму сумку. Мы просто заводим нить под косички. Натянули. Под следующую косичку мы также в отверстие, под косичку в отверстие ищем. Вот оно. Просто вставляем иглу и вводим ее в молнию примерно на 2 миллиметра от самой вот этой молнии. Примерно на 2 миллиметра. И прошиваем. Натягиваем. То есть смотрите, когда мы натягиваем хорошо нить, вот она спрячется под косичку. Видите? То есть, чтобы ее увидеть, эту нить, нам нужно эту косичку просто отодвинуть, да, вывернуть. А с изнаночной стороны у нас получаются вот такие маленькие, коротенькие стежочки. И вот такая юбочка образуется. Небольшая. Встретимся у этого маркера. Итак, мы дошли до конца молнии, до куда нам нужно ее пришить. До маркера. Мы прошиваем это же место. Так. Все то же самое делаем. Нить мы пока никуда не закрепляем. И вот это место мы прошиваем. Вот этот конечный. И продолжаем до конца молнии прошивать точно так же. Но сюда обязательно маркер. Так, чтобы нам не мешало, мы молнию можем застегнуть. Не забываем про натяжение нити. Миллиметра 2. И последний стежочек, который мы делаем. Так, все везде протянули, натянули. Проверьте, пожалуйста, чтобы нигде у нас ничего не отходило от края сумочки. И закрепляем нить мы, прошивая молнию, отгибая вот этот кончик. Хорошо подтянуть нужно. Несколько раз мы просто кончик молнии прошиваем туда-сюда, чтобы нить у нас закрепилась. Так. И возвращаем иглу мы на лицевую сторону молнии. Здесь мы будем делать фиксирующий узел. Можно сделать узлом, можете закрепить нить так, как умеете вы. Может быть, какой-то другой способ у вас есть для того, чтобы закреплять нить. Я просто делаю петлю, 2 раза в нее продеваю нить, то есть закрепляю, делаю узел
затягиваю и оставшуюся нить отрезаю. Все. У нас первая деталь сумочки уже с молнией. Мы в конце будем еще юбочку пришивать. И таким же способом мы будем сейчас пришивать молнию ко второй детали. Вторую деталь молнии будет пришивать чуть сложнее. Так, вот у нас начало. Видите, где у нас бегунок стоит, и конец. Также мы будем начало пришивать с той же соединением деталей и с тем же самым швом мы будем, то есть сейчас будем пришивать. Вставляем иголку, также примерно 2 миллиметра от змейки. Ориентируемся сейчас на первую деталь. Так, вот у нас где узел. Сюда же мы вставляем также на лицевую сторону иглу и протягиваем. Все, лишний кончик нити можно отрезать. Если он у вас не образовался, то хорошо, у меня образовался. Так, вставили, возвращаем снова нить на лицевую сторону и так протянем сейчас и протягиваем вот в эту косичку. Вот она, видите, где шов, вот она, эта косичка. То есть здесь можно обойтись и без маркера. Так. Все. И делаем все то же самое, что мы делали в первой детали. Протягиваем, то есть мы делаем шажочки через вот эти галочки, натягиваем нить, иглу. И также молнию мы прошиваем от самой вот этой молнии на расстоянии где-то 2 миллиметра. Все, втыкаем иглу и натягиваем, подтягиваем, делаем отступ. Встретимся в самом конце. Мы дошли до конца второй детали. Сейчас, чтобы удобнее было нам пришивать самый кончик молнии, мы ее закрываем. То есть, видите, как у нас уже получилось. И будем оставшийся кончик молнии пришивать. То есть можно ее немножко вывернуть, можно замочек не до конца закрыть, чтобы было удобнее. Ну, так тоже, в общем-то, удобно. Не забывайте про натяжение нити. Все, мы возвращаем иглу обратно. Делаем, в общем-то, все то же самое, что и на первой детали. И последний стежок, последняя косичка. Все, ставили иглу. Сейчас мы будем ее закреплять. Наверное, лучше все-таки ее расстегнуть. Сейчас молнию где-то вот так. Так. Все, мы протягиваем нить хорошо. Делаем стежки закрепляющие. Хорошо натягиваем. Ну и достаточно. Делаем петлю закрепления. Продеваем в эту петлю ниточку раза два, можно один. Хорошо затягиваем узел. И оставшуюся часть мы отрезаем. Все, замок молнии у нас сшиты. Свободные кончики, вот самые в начале, которые у нас оставались, вот они свободные. Вот эти кончики можно подшить обычной ниткой в тон, либо разъединить нить мулине
и подшить ее дальше. Я обычно делаю так, пришиваю это в конце. И вот эту юбочку мы можем пришить также. Она вообще так-то не мешает при закрывании сумочки в процессе носки. Но если вы не хотите, чтобы она вот так вот топорщилась, вот была такая сборка, то можно обычной иглой, невидимым швом ее подшить. То есть этого мы делать на этом мастер-классе не будем. Сейчас мы будем соединять детали сумочки, то есть мы делать будем вот этот вот шов. Итак, смотрите, у нас здесь пришито, но косички они свободные. В самом начале нам будет немножко сложновато соединять детали, но это только в самом начале. Итак, обратите внимание, мы вставляем крючок за одну дужку косички первой детали и за вторую деталь тоже за самую крайнюю дужку. Вот они идут самые близкие. В самом начале немножечко сложновато. Оставьте кончик подлиннее рабочей нити. Захватываем и протягиваем сначала через нижнюю, потом через верхнюю дужку. Образовалась первая петля. Вот этот кончик нам нужно, вот этот свободный кончик, сейчас протянуть через молнию. Берем крючок потоньше, чтобы нам было удобнее. С этой стороны, с изнаночной, мы вставляем крючок. Видите? Подхватываем кончик свободный. И наша задача вот этот кончик вытянуть. Свободный кончик я протянула на изнаночную сторону. Мы открываем замочек молнию. И потом нам нужно будет либо сейчас, либо чуть позже протянуть вот этот свободный кончик через первый ряд. Пока мы продевали свободный кончик, петля, которую я сделала, она распустилась. То есть снова мы ее повторяем. Так, снова за одну полупетлю косички, за вторую полупетлю косички продеваем крючок и протягиваем рабочую нить. Снова через одну полупетлю косички, через вторую полупетлю косички захватываем рабочую нить и протягиваем через эти полукосички и через уже имеющуюся у нас петлю на крючке. Снова за одну дольку, за вторую дольку. Самое сложное это провязывание у замка молнии. Готово. Подтягиваем рабочую нить при необходимости. Снова за одну полупетлю, за вторую протягиваем. Подтягиваем. Снова за одну полупетлю, за вторую. Сейчас уже проще, то есть где нет молнии, замка молнии, да, уже проще. И так до самого конца, до начала молнии мы делаем одни и те же движения, одни и те же действия. Все, соединяем детали сумочки самостоятельно. Не забывайте вот эту изнаночную нить протянуть через задние ножки наших столбиков без накида. Иначе, когда мы соединим детали сумочки, это будет сделать намного сложнее. Пока мы не довязали до конца, вставляем крючок под задние ножки. И не забудьте этот свободный кончик подшить. То есть его нужно сейчас тоже будет подшить. Все прячем до конца самостоятельно. Довязали до начала молнии. Все, у нас уже готова сумочка. Сейчас мы вытягиваем последнюю петлю. Примерно сантиметров на 10, ну, может быть 12, больше не нужно. И ниточку эту обрезаем.
Сейчас нам нужно соединить, спрятать вот этот вот кончик. Берем крючок меньшего размера, можно тем же самым. Сначала мы вставляем одну вот в первую часть, в первую половинку, также под одну дужку вот этой вот косички. Берем ее, вот обратите внимание, как, и протягиваем. Через одну половинку протянули, и сейчас мы должны протянуть вот этот кончик так, чтобы у нас образовалась такая же косичка. Сейчас крючок мы вводим сверху, тоже под крайнюю дужку, захватываем кончик. Все, у нас образовалась вот такая вот петля. Вводим крючок с изнаночной стороны самой сумочки, и этот крючок должен у нас войти вот в эту косичку, откуда выходит кончик нити. И протянуть нам ее необходимо на изнаночную сторону. То есть вот подтягиваем кончик, и у нас получается вот такая завершающая петля. Видите, аккуратно получилось. И свободный кончик нити, самый последний, нам нужно также спрятать в теле сумочки, то есть либо здесь, либо по низу, как у вас получится удобнее. И также обязательно вот этот кончик обязательно нужно будет подшить, чтобы вот эта вот петля, она так, не за эту, вот так вот не делать. То есть у вас может разойтись вот так сумка. То есть сейчас подтягиваем. Вот такая сумочка у нас получилась. Это шов соединительный, молния. И сейчас мы будем с вами крепить замочки карабины, куда будет крепиться цепочка. Вот посмотрите, молния волной не идет, то есть она саму сумку не волнит, то есть она у нас очень аккуратно пришита. По желанию пришиваете вот эту юбочку, я ее пришивать не буду, потому что при носке эта юбочка, она не мешает, она не зацепляет саму молнию. То есть я ходила с такой сумочкой. Так, я вставляю кольца карабины. Вот смотрите, где у нас конечный, вот она, петелька, она хорошо утянута, мы вставляем кольца карабины либо чуть ниже, либо прямо вот под эту петельку, самую последнюю. Я вставляю под петельку. Все, одна готова. Дальше с другой стороны мы вставляем кольцо карабин, то есть мы вставляем под все вот эти вот, под все половинки косички. Все, сумочка наша готова. Вход достаточно просторный получился. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал YouTube, ставьте лайки и подписывайтесь на мой Instagram. Всего хорошего!